Давайте потренируем наши навыки говорения и аудирования в различных повседневных беседах. Урок 1. Прибытие багажа. Привет, Анна. Как ты думаешь, когда прибудет наш багаж? Привет, Джон. Надеюсь, оно будет здесь в течение следующего часа. Что скажешь? Сложно сказать, но если повезет, это может занять больше времени. Помните прошлый раз? Ах да, мы целую вечность ждали у карусели. Казалось, что это целая вечность. Именно так. Я собирался начать танцевать, чтобы скоротать время. Танец. Теперь это было бы зрелище. Под что бы ты танцевал? Наверное, что-то глупое, например, Макарена. Это всегда заставляет людей двигаться. Звучит забавно. Мы могли бы устроить мини-флешмоб прямо здесь. Если бы у нас было больше людей. Но все же я бы сделал это ради смеха. Кстати, о смехе. Что вы хотите сделать в первую очередь, когда мы получим багаж? Я бы с удовольствием отвез его в отель и сразу же отведать блюда местной кухни. Отличная идея. Я слышал, уличная еда в этом городе потрясающая. Ты что-нибудь пробовал? Пока нет, но я не могу дождаться блинов. А как же ты? То же самое. Мне тоже не терпится попробовать выпечку. Они выглядят божественно. Давайте составим список всего, что мы хотим попробовать. Да, карта еды. Мы можем отмечать наши фавориты по ходу дела. Это великолепно. Я уже могу представить себе, как мы наслаждаемся всеми этими угощениями. Безусловно, это будет восхитительное приключение. Но сначала багаж, верно? Верно. Скрестив пальцы, оно скоро прибудет. Так что мы можем начать наше гастрономическое путешествие. Урок 2. Дорога в центр города. Привет, Анна. Вы проверили, сколько времени потребуется, чтобы доехать до центра города? Привет, Джон. Я уже это искал. Там написано около 30 минут без пробок. Это не так уж плохо. Но вы знаете, насколько непредсказуемым может быть городской трафик. Верно. Если мы попадем в пробку, это может легко превратиться в час. Именно так. На всякий случай нам, возможно, понадобятся закуски для путешествия. Отличная идея. Как вы думаете, что нам взять с собой? Как насчет чипсов и, возможно, нескольких энергетических батончиков? Отлично. Я добавлю немного фруктов для здорового образа жизни. Отличный выбор. Вы предпочитаете яблоки или бананы? Я обожаю бананы. Их легко есть в дороге. А как же ты? Я фанат яблок. Хрустящий и освежающий. Итак, тогда мы приготовим смесь. Это будет наш маленький праздник в дороге. Я уже могу представить себе, как мы жуем, застряв в пробке. И смеемся над тем, как мы думали, что поездка будет быстрой. Именно так. Все это часть приключения. Что еще нам следует запланировать? Может, плейлист. Музыка всегда делает поездку более приятной. Отличная идея. Какой жанр нам выбрать?
Как насчет сочетания поп-музыки и классического рока? Это зарядит нас энергией. Мне это нравится. Похоже, впереди веселая поездка. Конечно. Представьте, что вы подпеваете нашим любимым песням за рулем. И, надеюсь, мы приедем в центр города, и у нас будет достаточно времени для прогулок. Урок 3. Парижские планы. Привет, Анна. Как ты думаешь, что нам делать в первую очередь после прибытия в Париж? Привет, Джон. Думаю, нам стоит отправиться прямо на Эйфелеву башню. Звучит потрясающе. Это такая культовая достопримечательность. Вы там уже бывали? Нет, у меня нет. Мне не терпится увидеть это лично. А как же ты? Я был здесь один раз, но не успел подняться наверх. На этот раз я хочу увидеть этот вид. Абсолютно. Вид, должно быть, захватывает дух. Думаете, нам стоит бронировать билеты заранее? Да, это сэкономит нам время и позволит избежать длинных очередей. Отличная мысль. После этого, как насчет неторопливой прогулки по сене? Отлично. Мы могли бы сделать несколько фотографий и погрузиться в атмосферу. И мы можем остановиться на пикник в хорошую погоду. Мне нравится эта идея, что нам взять с собой на пикник. Может быть, багеты, сыр и свежие фрукты. Классическая французская еда. Да, и не забудьте выпечку. Нам тоже нужно попробовать круассаны. Определенно. Без них пикник в Париже был бы неполным. Я уже чувствую запах свежего хлеба и кофе. Будет восхитительно. И мы можем наблюдать за людьми, наслаждаясь едой. Так по-парижски. Именно так. Давайте обязательно найдем хорошее место с прекрасным видом. Я так взволнована. Этот день будет наполнен исследованиями и вкусными угощениями. Да, и кто знает, какие еще приключения ждут нас в Париже. Урок 4. Приключения за покупками. Привет, Анна. Что ты планируешь купить в этом торговом центре? Привет, Джон. Я надеюсь найти красивое платье для предстоящей вечеринки. А как же ты? Мне нужны новые туфли. Мои старые разваливаются. Обувь важна. Вы ищете что-то официальное или повседневное? На самом деле, и то, и другое понемногу. Что-то универсальное для разных случаев. Умный выбор. Вы уже видели стили, которые вам нравятся. Я заметил несколько классных кроссовок, которые привлекли мое внимание. Как насчет тебя? Я видела несколько платьев, но сначала мне нужно их примерить. Отличная идея. Очень важно примерить что-то на себя. О каком цвете вы думаете? Я склоняюсь к синему цвету. Это действительно бросается в глаза. Хороший выбор. Синий– это всегда отличный цвет. Тебе тоже нравятся аксессуары. Абсолютно. К платью мне понадобится украшение. Может, красивое ожерелье.
Это выглядело бы потрясающе. Да, эффектное ожерелье украсит весь наряд. Кстати, об аксессуарах я мог бы попробовать несколько классных часов. Звучит отлично. Хорошие часы могут стать идеальным завершающим штрихом. Именно так. Кроме того, это помогает мне вовремя отправляться во все наши приключения. Верно. Давайте обязательно осмотрим все магазины. Кто знает, что мы найдем. Согласен. Шопинг– это всегда приключение, особенно в хорошей компании. Урок 5. Размышления об оценке производительности. Привет. Анна, вы закончили обзор эффективности со своим менеджером. Привет, Джон. Да, я только что закончил. Но это немного нервировало. Могли прицель. Как все прошло? Получили ли вы какие-либо отзывы? В целом все было позитивно. Мой менеджер высоко оценил мои навыки работы в команде. Это просто фантастика. Очень важна командная работа. Есть ли области, нуждающиеся в улучшении? Да, они сказали, что мне следует поработать над управлением своим временем. Это обычное дело. Иногда трудно совмещать несколько задач. Именно так. Я стараюсь лучше расставлять приоритеты. У вас есть какие-нибудь советы? Одна вещь, которая помогает мне, это составление ежедневного списка дел. Отличная идея. Мне надо начать этим заниматься. Как вы организуете свои задачи? Обычно я оцениваю их по срочности и важности. Это помогает мне сосредоточиться. Звучит эффективно. Я попробую этот метод. Поставил ли ваш менеджер перед вами какие-либо цели? Да, они хотят, чтобы я возглавил проект в следующем квартале. Я взволнован, но нервничаю. Руководить проектом – отличная возможность. У вас все получится. Спасибо. Я надеюсь многому научиться на этом опыте. Какие-нибудь советы по борьбе со стрессом? Мне очень помогают короткие перерывы. Это очищает мой разум. Хорошее замечание. Я обязательно включу перерывы в свой распорядок дня. Давайте будем мотивировать друг друга во время наших обзоров и проектов. Абсолютно. Мы можем делиться своим прогрессом и праздновать наши достижения вместе. Урок 6. Подготовка к VIP-визитам. Привет, Анна. Очень важный клиент посетит нас на следующей неделе. Что нам приготовить? Привет, Джон, это здорово. Нам нужно произвести отличное впечатление. Абсолютно. Должны ли мы начать с чистого конференц-зала? Определенно. Опрятное пространство свидетельствует о профессионализме. Может, добавить свежие цветы. Отличная идея. Цветы могут украсить комнату. Как насчет прохладительных напитков? Да, думаю, нам стоит выпить кофе, чай и легкие закуски. Отлично. Вы имеете в виду какие-либо конкретные закуски? Как насчет выпечки? Они всегда в моде.
Отличный выбор. Я куплю круассаны и кексы. И не забывайте о воде. У нас тоже должна быть готовая бутилированная вода. Верно. Главное – гидратация. Должны ли мы составить повестку дня встречи? Да, это очень важно. Нам нужно наметить основные темы, которые мы хотим обсудить. Я предлагаю обратить внимание на наши недавние достижения. Это их впечатлит. Определенно. Нам также следует подготовить несколько вопросов, чтобы заинтересовать их. Это умно. Это говорит о том, что мы ценим их вклад. Как насчет приветственного подарка? Это прекрасная идея. Что-то маленькое, но продуманное, например, фирменная кружка. Отлично. Кружка будет приятным штрихом. Это практично и незабываемо. Давайте на всякий случай убедимся, что все готовы за день. Согласен. Подготовка поможет нам чувствовать себя увереннее во время их визита. Урок 7. Занятие фитнесом. Привет. Анна, как часто ты занимаешься спортом? Привет, Джон. Я стараюсь тренироваться по крайней мере 3 раза в неделю. Как насчет тебя? Я ставлю перед собой цель 4 раза, но иногда жизнь мешает. Я могу общаться. Какие упражнения тебе больше всего нравятся? Обожаю бегать. Это очищает мой разум и заряжает энергией. Отлично. Я предпочитаю йогу. Это помогает мне расслабиться и улучшить гибкость. Йога звучит замечательно. Вы уже давно этим занимаетесь. Да, уже около 2 лет. Это стало частью моей повседневной жизни. Это впечатляет. Вы посещаете занятия или смотрите онлайн-видео. В основном я смотрю онлайн-видео. Они предлагают так много разнообразия. Отличная идея. Возможно, я это попробую. У тебя есть любимый инструктор. Да, есть тот, кто делает занятия по-настоящему увлекательными и увлекательными. Звучит как отличная находка. Я обычно слушаю музыку во время бега. Музыка мотивирует. Что в вашем бегущем плейлисте? Смесь веселой поп-музыки и классического рока. Это дает энергию. Приятно. Я предпочитаю успокаивающую музыку во время занятий йогой. Она помогает поднять настроение. В этом есть смысл. Вы думали о том, чтобы попробовать новые упражнения? Мне было интересно узнать о кикбоксинге. Выглядит как отличная тренировка. Кикбоксинг звучит очень интенсивно. Мне было бы интересно пойти с вами на урок. Это может быть интересно. Мы оба хорошо потренировались и посмеялись. Определенно. Давайте составим план. Заниматься фитнесом всегда лучше с другом. Урок 8. Вкусные блюда на завтрак. Hey Anna, did you like the breakfast this morning? Привет, Джон. Мне понравилось. Блины были очень вкусными. Что вы думаете?
Они были великолепны. Мне особенно понравился сироп. Это добавило приятного оттенка. Да, и свежие ягоды сверху были отличной идеей. Вы пробовали яичницу? Я так и сделала. Они были такие пушистые. Мне интересно, как они их так сделали. Думаю, все дело в том, чтобы хорошенько взбить их перед приготовлением. Тебе нравится готовить завтрак? Иногда. Обычно я готовлю омлеты. Их легко и быстро настроить. Омлеты великолепны. Что ты любишь в них класть? Обычно я добавляю шпинат и сыр. Просто, но вкусно. А как же ты? Мне нравится добавлять грибы и помидоры. Это заставляет меня чувствовать себя настоящим гурманом. Звучит круто. Возможно. Я попробую это в следующий раз. Ты каждый день завтракаешь. Да, я считаю, что это самое важное блюдо. Это дает мне энергию на весь день. Я согласен. Когда я завтракаю, я чувствую себя намного лучше. Есть ли другие фавориты? Я тоже люблю смузи. Они освежают и являются отличным способом добыть фрукты. Смузи потрясающие. Мне нужно начать делать их чаще. Вам определенно стоит это сделать. Их легко приготовить, и они очень вкусные. Давайте спланируем день завтрака и попробуем любимые рецепты друг друга. Урок 9. Стремление к квартире. Привет, Анна. Я подумываю о покупке новой квартиры с большим балконом. Что скажешь? Привет, Джон. Звучит как отличная идея. Большой балкон идеально подойдет для отдыха. Именно так. Могу себе представить, как я пью там кофе по утрам. Звучит прекрасно. Можно даже устраивать небольшие встречи с друзьями. Да, представьте себе барбекю или небольшой сад. Как это было бы здорово. Очень приятно. Какие еще функции вы ищете в новой квартире? Мне бы очень понравилась современная кухня. Готовить гораздо приятнее в хорошем месте. Я согласен. Хорошо спроектированная кухня может вдохновить вас попробовать новые рецепты. Верно. А может быть, просторная гостиная для приема гостей. Это важно. Вам нужно уютное место. Имеете в виду какие-либо конкретные районы? Я думаю о центре города. Здесь оживленно и рядом со всем. Отличный выбор. Кроме того, у вас будет легкий доступ к ресторанам и магазинам. Именно так. Но я также хочу убедиться, что здесь достаточно тихо, чтобы расслабиться. Это хорошие замечания. Главное — найти баланс между удобством и спокойствием. Я знаю. Возможно, мне придется посетить несколько мест, чтобы найти то, что мне подходит. Определенно. Прежде чем принимать решение, разумно изучить разные варианты. И мне понадобятся ваши советы по оформлению интерьера, как только я найду подходящее место.
Урок 10. Любимые напитки. Привет. Анна, какой напиток ты любишь заказывать, когда мы выходим куда-нибудь? Привет, Джон. Я обычно пью освежающий чай со льдом. Так приятно в теплые дни. Чай со льдом – отличный выбор. Я предпочитаю классический лимонад. Он такой острый и сладкий. Лимонад очень вкусный. Вы любите его в чистом виде или с добавлением фруктов? Обожаю его с клубникой. Это добавляет приятную изюминку. Вы это пробовали? Да, у меня есть. Это идеальное сочетание. Ты когда-нибудь заказываешь кофе? Время от времени. По утрам я люблю хороший капучино. А как же ты? Я больше люблю латте. Кремовая текстура мне просто идеальна. Латте – это замечательно. Вы принимаете их в чистом виде или добавляете ароматы. Мне нравится добавлять ваниль или карамель для легкой сладости. Какие ароматы ты предпочитаешь? Обычно я предпочитаю классические вкусы, но я готова попробовать новые. Обязательно попробуйте мокко. Это как десерт в чашке. Звучит заманчиво. Мне придется заказать его в следующий раз, когда мы будем в кафе. Да, и не забудьте соединить его с выпечкой. Это идеальная закуска. Абсолютно. К этому мокко отлично подойдет круассан. Урок 11. Увлечение и увлечение. Привет. Анна, какое у тебя хобби? Привет, Джон. Я люблю рисовать. Это такой расслабляющий способ самовыражения. Звучит замечательно. Что ты обычно любишь рисовать? Больше всего мне нравятся пейзажи. В природе есть что-то успокаивающее. Понимаю почему. У природы такие красивые цвета. Ты рисуешь на открытом воздухе. Иногда живопись на пленэре — это увлекательное занятие. А как же ты? Я очень увлекаюсь фотографией. Запечатлеть моменты – мой способ создавать произведения искусства. Это круто. Ты тоже предпочитаешь фотографировать пейзажи. Да, но я также люблю уличную фотографию. Здесь рассказывается целая история. Это интересно. У тебя есть любимый объект для фотографии? Люди, их выражение лица и общение завораживают. Что вдохновляет ваши картины? Часто это цвета, которые я вижу вокруг себя. Яркий закат может воплотить в жизнь целую идею. Понимаю. Иногда правильное освещение может изменить все на фотографии. Именно так. Участвуете ли вы в каких-либо фотоконкурсах? Я ввел несколько. Приятно делиться своими работами и получать отзывы. Звучит приятно. Я подумывал о том, чтобы принять участие в художественном шоу. Тебе стоит. Это была бы отличная возможность продемонстрировать свой талант. Спасибо. Возможно, мы сможем поддержать друг друга в наших творческих начинаниях.
Определенно. Давайте спланируем день, чтобы поделиться советами и вдохновить друг друга. Урок 12. Отчет о ходе реализации проекта. Привет, Анна. Я с нетерпением жду новостей о ходе вашего проекта. Привет, Джон. Спасибо за возможность выступить сегодня. Я добился значительных успехов. Приятно это слышать. Каких результатов вы уже достигли? Мы завершили первоначальный этап исследования досрочно, и данные выглядят многообещающими. Отлично. Досрочное завершение всегда является плюсом. Как у нас обстоят дела с бюджетом? В настоящее время мы уложились в бюджет, и мне удалось договориться о более выгодных тарифах с нашими поставщиками. Впечатляет. Экономическая эффективность имеет решающее значение. С какими проблемами вы столкнулись? Одной из проблем было согласование графиков с командой, но мы решили ее, расширив коммуникацию. Коммуникация – ключ к успеху. Внедряли ли вы какие-либо новые стратегии, чтобы держать всех в курсе событий? Да, теперь мы проводим короткие ежедневные проверки, что значительно улучшило наш рабочий процесс. Это разумный шаг. Похоже, ты в курсе событий. Каков следующий шаг? Следующий шаг — завершить этап разработки к концу месяца. Отлично. Как я могу помочь вам в достижении этой цели? Буду признателен за вашу помощь в рассмотрении некоторых отзывов от высшего руководства. Конечно, я здесь, чтобы помочь. Давайте назначим встречу с ними, чтобы обсудить это. Спасибо, Джон. Ваша поддержка очень много значит. Я подготовлю необходимые документы. Похоже на план. Уверен, что этот проект принесет нам отличные результаты. Урок 13. Переговоры в автосалоне. Привет, Анна. Я с нетерпением жду возможности посмотреть машины сегодня. Привет, Джон. Я рада, что ты здесь. У нас есть несколько фантастических вариантов для вас. Отлично. Я ищу что-то надежное, но в то же время стильное. Я имею в виду только машину. У этой модели отличные отзывы и элегантный дизайн. Выглядит впечатляюще. Какие у него есть функции? Он оснащен передовыми технологиями безопасности, люком на крыше и современной звуковой системой. Понятно. Мне нравится хорошая звуковая система. Какова топливная экономичность? Он довольно эффективен, до 30 миль на галлон по шоссе. Идеально подходит для длительных поездок. Это именно то, что мне нужно. Как насчет гарантии? Он включает 3-летнюю гарантию и помощь на дороге. Вы будете застрахованы. Это обнадеживает. Какова цена? В настоящее время эта модель продается за $25 тысяч, что является отличной сделкой. Можем ли мы обсудить варианты финансирования? Я хочу убедиться, что оно соответствует моему бюджету. Абсолютно. У нас есть несколько планов финансирования. Давайте найдем тот, который подходит именно вам. Отлично.
Меня также интересуют расходы на техническое обслуживание. Техническое обслуживание доступно по цене, и мы предлагаем пакеты услуг, которые помогут вам сэкономить деньги. Звучит привлекательно. Думаю, я склоняюсь к этой модели. Отличный выбор. Давайте доработаем детали, чтобы вы могли поскорее сесть за руль. Я в восторге. Спасибо за помощь, Анна. Это был отличный опыт. Урок 14. Освежающий вечер. Привет. Анна, как насчет прогулки по парку? Погода отличная. Привет, Джон. Звучит восхитительно. Мне нравится проводить время на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду. Именно так. Цветы в полном расцвете, а деревья выглядят такими яркими. Какая твоя любимая часть парка? Мне очень нравится пруд. Наблюдать за утками всегда приятно. Как насчет тебя? Мне нравятся пешеходные тропы. Здесь тихо и спокойно, и я часто черпаю там вдохновение для фотосъемки. Это правда. Я видел несколько твоих фотографий. Они прекрасны. Хочешь сфотографироваться во время нашей прогулки? Определенно. Я принесу свой фотоаппарат. Запечатлеть закат будет потрясающе. Отличная идея. Свет, золотой час. Идеально подходит для фотографии. Вы имеете в виду какие-то конкретные снимки? Я подумываю сфотографировать цветы крупным планом и, возможно, запечатлеть пейзаж в более широком плане. Звучит замечательно. Я с удовольствием помогу вам найти лучшие ракурсы. Мне тоже нравится фотографировать, но я все еще учусь. Обязательно продолжайте тренироваться. Все дело в том, чтобы экспериментировать и находить свой стиль. Я благодарна за это. Я прислушаюсь к твоему совету. Кстати, после нашей прогулки вы хотите где-нибудь поужинать? Мне бы очень понравилось. Поблизости есть новый итальянский ресторан, который я давно хотела попробовать. Я слышала много хорошего об этом месте. Их паста должна быть потрясающей. Да, мне не терпится попробовать их фирменное блюдо, что вы обычно заказываете в итальянских ресторанах. Обычно я выбираю классические спагетти карбонара. Все просто, но очень вкусно. Обожаю сливочный соус. Хороший выбор. Возможно. На этот раз я попробую ризотто. Это всегда было моим любимым блюдом. Ризотто так приятно. Вы предпочитаете его с грибами или морепродуктами? Обожаю ризотто с грибами. Землистые ароматы действительно подчеркивают вкус блюда. А как же ты? Я фанат морепродуктов, поэтому обычно выбираю креветки или гребешки, если они есть. Звучит очень вкусно. И нам определенно стоит оставить место для десерта. Спасибо за просмотр. И, пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы, а также ставьте лайки и делитесь нашим каналом.